Помните, я вам втирал в прошлом видео, что, мол, в F3 первая игра с эвейдами? Так вот, я вас обманул. Такая механика появилась раньше в Soul Edge от Namco, но сейчас в это тяжело играть. И эвейды там были медленные и тугие, как и вся игра, и способ их ввода был не лучше. Но если еще сильнее углубиться, можно найти аналогичную механику в Battle Arena Toshinden. Но там это были вообще роллы, да и вы только посмотрите на эту игру. Шрюкен насквозь? А, вот это я понимаю. Что за жесть. А если еще сильнее углубиться, то можно вообще какой-нибудь Fatal Fury вспомнить. А там вообще... Так что хоть в F3 на деле и не был первой игрой с механикой эвейдов, он стал первой игрой, реализовавшей эту механику хорошо. Хотя в Fatal Fury все было довольно неплохо, но это вообще не 3D файтинг, извините, да и он попозже вышел. Итак, раз уж мы разобрались с этим, перейдем к третьему Virtua Fighter. Я обещал показать главные нововведения этой части, но для начала нам нужно разобраться с одним моментом. С понятием преимущества в какой-либо ситуации в файтингах. Если вы еще не знакомы с этим, рекомендую ознакомиться. Это не только позволит вам разобраться, что за хрень я тут собираюсь нести, но и поможет лучше понять файтинги в принципе. А если вы уже знаете, что это такое, и тем более уже знакомы с понятием фреймдаты, можете пропустить эту часть видео, нажав на кнопку на экране или промотав до указанного времени. Так что это за преимущество такое? Как это дерьмо работает? Сейчас разберемся. Возьмем в качестве примера такую банальную ситуацию. Вы попали каким-нибудь ударом в блок. Оппонент от этого попал в блок стан. Некоторое время все, что бы он ни нажимал, не будет работать. Ваши нажатия также работать не будут, так как персонаж возвращается в нейтральную стойку после удара. То есть, какое-то время оба персонажа ничего делать не могут. Но управление персонажами к обоим игрокам возвращается не одновременно. В Virtua Fighter это работает так, что если вы попали по блоку оппонента, то стан, в котором он окажется, будет чаще всего меньше, чем время, за которое ваш персонаж вернется в нейтральную стойку после удара. Таким образом, он сможет начать атаковать раньше, чем вы. В определенных случаях контроль ему может вернуться так быстро, что он сможет гарантированно попасть по вам каким-нибудь ударом, пока вы еще находитесь в анимации своего. Это называется наказанием. Но это происходит редко, в основном, когда в блок попадает какой-нибудь слишком хороший удар. В случае с обычными ударами, он просто сможет так быстро атаковать вас, выйдя из стана, что прибьет даже ваш самый быстрый удар и таким образом ограничит ваши действия до защиты. А в случае, если удар попал по открытому оппоненту, преимущество отдается вам, и вы сможете ограничить действия оппонента и заставить его защищаться. То есть, если контроль над персонажем к вам возвращается быстрее, чем к оппоненту, значит вы получили над ним преимущество. Если же наоборот, оппонент получил контроль над персонажем раньше, значит он получил преимущество. Обычно преимущество отдается вам при прямом попадании по оппоненту, кроме нижних ударов. При попадании в блок преимущество отдается оппоненту. И у каждого персонажа есть джеб, простой удар рукой, который дает преимущество в любом случае. Так это работает в Virtua Fighter. В других играх это может отличаться. Например, в Tekken нижние удары также дают преимущество при попадании. Итак, раз уж мы разобрались, что это за преимущество такое, пора бы уже понять, что оно значит для третьей части Virtua Fighter. Защита в этой игре стала гораздо слабее, чем в прошлой, и просто уйти от оппонента, оказавшись рядом с ним, не получится. Отойти в сторону тоже может не выйти, ибо броски здесь всегда ловят тех, кто использует эвейд. Таким образом, защита в игре оказалась очень слабой, и оказавшись перед противником, у которого в данный момент есть преимущество, из-за того, что вы, например, попали ему в блок, или он порвал ваш бросок, или попал по вам ударом, вы чаще всего оказываетесь в ситуации, когда вам приходится угадывать действия оппонента. Он может либо сделать бросок против ваших защитных действий, таких как блок, парри или попытка отойти в сторону, или сделать удар, который попадет по вам, если вы решите сами атаковать. И в итоге вам приходится выбирать между защитой против удара или атакой против броска. А когда преимущество у вас, между броском и атакой. Довольно просто на самом деле, да? Не так сложно, как казалось, когда мы тут сидели, считали кадры и думали, что это за преимущество такое. А оно вон как оказывается, просто выбирай атаковать или защищаться, и все. Самое интересное в этом, то как грамотный Virtua Fighter отошел в этом от того, что обычно происходит в таких ситуациях в файтингах. Обычно, когда вы защищаетесь в файтинге, в том же Tekken, например, вам просто приходится выбирать, сесть или стоять.
но в любом случае вам приходится блокировать. А здесь выбор встает между защитой и атакой, а не просто вариантами защиты. И атаковать, когда у оппонента преимущество, совершенно нормально. Это лучший способ перебить бросок. А броски здесь хоть и всегда сбиваются ударами, все равно, как мы помним, самое страшное дерьмо на свете. И игра не ограничивает вас в выборе вариантов защиты и атаки. Броски можно перебить каким-нибудь быстрым и безопасным ударом вроде джеба, чтобы заодно перебить и какой-нибудь долгий удар. Или же чем-нибудь сильным, если вы уверены, что будет именно бросок. Удар же можно заблокировать, отпэрить, отойти от него в сторону и иногда даже назад. Оппонент также может вместо броска использовать, например, нижний удар или удар, ломающий блок. А против вашей атаки он сможет использовать что-нибудь быстрое или же наказать вас каким-нибудь лаунчером в контрхит и нанести много урона. И обычно, чем больше действий оппонента перебьет ваши действия, тем меньше урона оно нанесет. И чем точнее вы предскажете действия оппонента, тем больше урона из этого можно будет извлечь. Именно так появилась знаменитая треугольная система Virtua Fighter. Как раз то, что делает его на самом деле уникальным среди остальных файтингов. И создает тот самый неповторимый быстрый темп игры, в котором преимущество или ход постоянно переходит от одного игрока к другому. Это один из тех моментов, за которые я так люблю эту серию файтингов до сих пор. Это даже позволяет разделять игроков на категории, для тех, кто больше любит атаковать, и тех, кто предпочитает защиту. И можно строить свою игру против них, исходя даже из их повседневного поведения. И играть тут больше приходится не против персонажа, а против человека. А предсказывание его игры строится банально на том, насколько он агрессивен или пассивен. Игра таким образом превращается в такую вот войну мозгов, и она становится такой практически сразу, на низком уровне игры, благодаря такой механике, в отличие от других файтингов, где такие элементы чаще приходят только на более-менее высоком уровне игры. И в отличие от довольно распространенного мнения, все эти циферки во фреймдате считать или учить вовсе не обязательно. В игре и так уже все хорошо продумано. Обычный джеб дает преимущество в любом случае. Остальные удары дают его только при попадании в хит, а в блок дают преимущество оппоненту. И наиболее хорошие удары обычно наказываются. А нижние удары, за очень редкими исключениями, при попадании дают преимущество оппоненту, а при блоке наказываются. Ну и отдельные удары при попадании в хит сбивают с ног вроде подсечек. Так что за фреймдату тут садиться на самом деле приходится не раньше, чем в других файтингах. Кроме того, игра благодаря такой механике и логике в ударах стала требовать гораздо меньше реакции и банального задротства. Тут не нужно учиться реагировать на впрыжки и сбивать их, учиться блокировать и наказывать дебаггеры на реакцию. Не нужно учиться наказывать оппонента за каждый промах по вам. Все, что нужно, чтобы играть в ВФ, это умение предсказывать оппонента, когда он будет напролом лезть в ваше преимущество, а когда он решит так и постоять в блоке, или сделать эвейд. Тем не менее, в игре все еще остается футсис. Такой элемент игры, когда персонажи держатся на расстоянии и пытаются выцепить друг друга своими ударами и наказывать за промахи. Но здесь это заканчивается чаще всего первым же попавшим ударом и переходит в ту самую игру вблизи, построенную на предсказывание оппонента. Я думаю, в этой механике и выразилось желание Ю Судзуки сделать файтинг, требующий гораздо меньше задротства, осваивания сложных техник и реакции, и построенный больше банально на понимании того, какие кнопки нужно жать, чтобы переиграть оппонента. И на мой взгляд, Virtua Fighter неплохо с этим справился. В этой игре также сумоист Така Араши механику крашит своей жопой страшной, которая настолько жирная, что еле поднимается от ударов. На самом деле он настолько толстый, что некоторые броски и удары по нему работают не так, как по остальным персонажам. Тяжелая мразь! Да ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты. Еще и лодку перевернул, вот ублюдок. Ты что там, шариков рисовых переел? Уже сам огромным рисовым мешочком стал, иди худей. Сказали ему Сега и отправили на длительный отпуск вплоть до последней части ВФ. Однако диета ему не помогла, и похоже даже наоборот. Кроме этого сумоиста весом с танк, в игре также появилась прекрасная девушка из Японии. Настолько прекрасная, насколько они смогли ее тогда сделать. Однако в плане геймплея она была очень интересна. Это один из первых персонажей, использующих стиль айкидо в 3D файтингах. Однако она использует не просто айкидо, а айки-джиу-джитсу. В старых документах говорится, что развитию айки-дзюцу способствовали проводившиеся Йосимицу и его братом исследования на трупах строения костей и функционирования тела человека. Йосимицу... Йошимицу? Вкратце, это одно из старейших ответвлений стиля джиу-джитсу.
использовавшегося самураями с давних времен для того, чтобы ломать кости и творить прочие вещи над врагами через доспехи. Куда брутальнее так сейчас популярного айкидо. Может, того и кажется лишь невинной японкой, но на деле она куда опаснее. Мало того, что ее парри способны перехватить практически все, если не все удары, что есть в игре, она ввела в игру новый тип перехватов, который не просто наносил урон, а открывал оппонента для обычных атак. И она могла делать перехваты даже стоя спиной к оппоненту. Кроме того, многие ее удары, даже из серии, можно было отменять, неплохо ломая мозг. Таким образом, этой частью игры Sega совершили большой шаг, выведя на новый уровень жанр 3D-файтингов и даже опередя свое время на несколько лет вперед. Именно в этой части Virtua Fighter начал становиться тем, чем он является сейчас. Вскоре после выхода VF3, Namco показали нам продолжение своей серии, третий Tekken, первый действительно хороший файтинг от них, который, кроме того, не просто дополнил идеи VF3, но и стал отдаляться от него и становиться уникальным. К тому же, это первый Tekken, получивший широкое признание, не меньшее, чем VF. Стоит отметить один турнир, проведенный в рамках шоу Game Master, на который пригласили 4 человек из разных углов планеты. Японии, Англии, Америки и Норвегии. Среди них был Райан Харт, позже занимавший призовые места на Ево по первому Tekken Tag и 4-му Virtua Fighter. А знаете, как тогда называли хупкики? Летящий пинок. Что ж, давайте посмотрим, как там американец Джефф Зало играет. А неплохо так. Умно использует все лучшие опции своего персонажа и показывает отличную разнообразную игру. Даже японец Шо ему слил. Что, впрочем, неудивительно. Такому уникальному и техничному стилю игры сложно что-либо противопоставить. Ух ты, он еще за Нину играет. Интересно, какой же стиль игры он покажет за нее? Ах да, за нее он покажет лучший стиль игры, но получать по лицу. Только так выигрывают настоящие топы. А еще тут есть какой-то парень из Норвегии, Оунстейн, играющий за Хача. Он очень любит убегать. Очень. На турнире по VF2 у нас была пара девушек, а здесь их 4. А нет, все-таки 2. Что ж, наших лошадей посадили на лошадей, а один из комментаторов в это время делится с нами одним из основных принципов обращения с лошадьми. Но эти советы не для наших топов. Им сейчас гораздо важнее навыки обращения с палкой. Джефф тем временем снова отдает предпочтение своему лучшему стилю игры вместо универсального ло. Но что-то у него не очень получается его исполнять. Вместо этого он так и умудряется действительно интересно играть. А не, похоже, все нормально. Воу, а вот это было на самом деле круто. А тем временем у нас финал по лучшей турнирной системе. Райан Харт против непобедимого матчапа. Как же он его победит? А вот как. Просто на землю положит. Но положит ли? Или его положит? Так и положит. Непобедимый матчап непобедим. Что нужно, чтобы убить Райана? Один хайкраш. Один дебаггер. И один раз ножкой в лицо. Так и победил в этом турнире японец Шо, который просто играет по фану. Второе место после японца Шо занял Джефф. А на самом дне оказался Оунстейн. Получается, что Корея тащит в VF3, а Япония в Tekken 3.
Видимо, тогда еще корейцы не заметили Tekken, или может на шоу просто не стали показывать настоящую силу. Ибо с выходом первого Tekken тага Корея начала неплохо себя проявлять. Даже сейчас можно найти на ютубе немало записей с корейских турниров по этой игре. Я правда понятия не имею, кто большинство из этих игроков, возможно тогда уже начали понемногу появляться всякие там коленки. Тот же Кваданс уже играл в первый таг и даже занял однажды в нем первое место на одном из Ева. Так собственно в чем же заключалась уникальность Текена? Одно существенное отличие заключалось в подходе к защитным механикам, которые тут были куда сильнее. Во время бэкдэша тут можно было блокировать удары, он также отменялся в блок сидя, а степы тут можно было отменять прямо в блок. Броски тут не наносили так много урона, и они здесь работали и до сих пор работают совсем по-другому, как верхний неблокируемый удар. Раньше они даже комбились по летящему оппоненту, хоть и не делали урона, и отойти в сторону от них можно как от обычных линейных ударов. Таким образом, защита в этой игре стала куда лучше. Здесь стало гораздо больше нейтральной игры на расстоянии. И то, что можно наблюдать на высоком уровне игры, это довольно техничную защитную игру, где главное это терпение, чувство дистанции и умение ее контролировать за своего персонажа. Тут есть персонажи, которые очень сильны вблизи, есть те, кто силен на дальнем расстоянии, а есть те, кто хорош и там, но все-таки несовершенен нигде. Расстояние между персонажами измеряют в количестве дэшей между ними, и удары разделяются по дистанции, на которой они еще достают оппонента. А персонажей можно разбирать по их эффективности на каждом определенном расстоянии. Полная свобода в перемещении позволяет выбирать свое расстояние и держаться на нем, провоцируя оппонента на ошибки и наказывая их. Таким образом, миксапы в принципе стали довольно второстепенной частью этой игры. Основой геймплея стал футсис. И механика игры, и персонажи старались развивать в основном этот элемент, тогда как Virtua Fighter начал отводить его на второй план. С этой части Tekken заметно отошел в плане геймплея от Virtua Fighter и стал концентрироваться на совершенно других элементах файтингов. Один элемент, который неплохо дополнил дистанционную игру в Tekken, это удары, исполняющиеся с разбега. Их в игре стало довольно много. Если оппонент отойдет слишком далеко, на него даже можно будет просто налететь и протаранить анблокаблом, от которого нельзя даже отойти в сторону. В игре, кстати, есть один довольно забавный момент. Удары, которые при попадании по блоку давали слишком много преимущества, позволяли в некоторых ситуациях выйти с них в комбу или нанести немного урона за блок. Правда, не все могли этим пользоваться, зато они могли пользоваться огромным преимуществом и начать контролировать игру. Скорее всего, это не было так задумано, но на мой взгляд это все равно вышло довольно интересно и вписалось в игру, ибо от таких ударов довольно просто отойти в сторону. Также в этой игре появились спешл миды, удары, которые можно было блокировать и стоя, и сидя. Таким был, например, общий для всех Low Punch. Здесь он, правда, не был так полезен, как в Virtua Fighter, зато вот в следующих VF это помогло сделать Low Punch менее дешевыми. Из-за того, насколько они были хороши в VF2, в третьей части они решили просто их сделать более долгими при исполнении стоя. Еще один очень важный момент, пришедший в 3D файтинге из Текена, это тэч-роллы. Механика, позволяющая быстро встать после того, как вас сбили с ног. Правда, здесь она позволяла вставать только от самого обычного падения, под конец комбы, например. Также тут появились удары, прибивающие оппонента к земле с воздуха и не дающие ему сделать тэч-ролл. Позже в F4 это стало довольно важной частью игры некоторых персонажей. Также здесь появились лоу парри, однако они были не у всех персонажей и работали скорее как обычные парри, разве что были очень быстрыми по сравнению с ними. Вводились они также аналогично стандартным парри, обычно вниз и какие-нибудь две кнопки. Все эти изменения, вместе с добавлением в игру эвейдов, позволили ей стать уникальной и интересной. В Текене гораздо важнее стало развивать свою реакцию и чувствовать дистанцию при игре, а также совершенствовать защитные техники перемещения. Однако это не значит, что игра требует только этого. Умение предсказывать оппонента тоже может принести плоды. Однако этот элемент становится важным заметно позже. А для начала сиди, задрачивай бэкдэш, канцел и учись реагировать на тупые подсечки, иначе тебя просто изобьют как младенца. Техничность это, конечно, неплохо, а в случае с Текеном очень даже хорошо и интересно. Но вот дебаггеров я совсем не понимаю. Эти долгие подсечки, начинающие одни из самых больных комб, заставляют тебя просто реагировать на них и наказывать каждый раз, когда ты видишь это, иначе тебя этим убьют. Серьезно, дебаггеры это изобретение сатаны. Даже вот этот видеофайл весит 66,6 мегабайт.
Если дебаггеры еще можно оправдать тем, что они хорошо перебивают какие-нибудь джабы, под которыми сложно просто присесть, то вот до сих пор присутствующим в игре 10-хитовкам я не вижу никакого оправдания. В конце концов, в последних Текенах почти по 50-60 персонажей, и у каждого свои 10-хитовочки, по крайней мере по 3, а то и больше. И порой в них даже встречаются угадайки, из-за чего наказать это тупое дерьмо становится сложнее. А ведь все это надо знать, все эти тупые бессмысленные последовательности ударов, не терять их в голове, чтобы не напутать чего и не соснуть на Tekken Crush просто потому, что память отказала. Я вообще не могу понять, зачем они до сих пор это держат в игре. Кроме того, тут есть довольно противоречивый момент с бросками. Их по сути можно рвать на реакцию. Но на деле разглядеть, что же там за ручка к тебе тянется, оказывается сложно даже для корейских топов. Так, похоже, намки хотят выдаить из реакции все и сделать людей роботами, не знаю. Но этот элемент хотя бы имеет смысл и не убирает броски из игры как таковые, а просто делает их слабее на высоком уровне игры. К тому же тут есть персонажи вроде Кинга, у которых есть броски, путающие эту логику в анимациях и заставляющие еще больше угадывать и не реагировать. Но и VF3 не был идеальным. Я уже упоминал про неровности на аренах, но не только это было проблемой. Броски тут работали довольно странно, иногда просто не происходили по какой-то непонятной причине. Хитбоксы ударов были не лучшие, камера порой без особой причины меняла персонажей местами. И еще хватало в игре довольно странных серий без особой логики. Лунные прыжки, кстати, тут все еще были. Однако четвертая часть игры, и в особенности ее второй апдейт, Evolution, практически полностью избавились от этих проблем. И при этом умудрились не наделать новых ошибок. А Tekken даже от 10 хитовок избавиться не может до сих пор, что за дела? На самом деле сложно сказать, какая игра объективно лучше. Они слишком разные. Каждая сильна в одном и слаба в другом. Единственное, что со временем в Virtua Fighter стало лучше, это продуманность и детальная проработка геймплея, что появилось в FF4, а также разнообразие и новаторство в идеях, что Sega сохраняла всегда. Tekken'у этого в некоторой степени не хватает до сих пор, но тем не менее он компенсирует это интересной стилистикой, дизайном и уникальным геймплеем, и все равно умудряется быть весьма отличным файтингом. И на этом у меня все. В следующем выпуске про Virtua Fighter подпольный якудза бизнес по продаже игровых карт в FF4. Tekken 4 самая интересная игра серии? Virtua Fighter 4 Evolution лучший файтинг на планете и лучший порт файтинга на консоли? Soul Calibur 2 Tekken Cross Virtua Fighter с мечами? А в своем следующем видео я расскажу наконец то, о чем думал рассказать в видео про VF5. Следите за новостями на моем канале, и может быть вы дождетесь еще каких-нибудь видосов когда-нибудь. Кстати, мне как-то писали, что корейский степ в третьем Virtua Fighter, мол, бесполезен для чего-то, кроме понтов и перемещения по арене. Но только посмотрите на это. Excellent! Go! А не, похоже, все-таки дерьмо.